Поздравляю вас с новым понедельником. Очень рада видеть вас снова на своем канале и выражаю вам свою искреннюю благодарность за то, что посвящаете темам, которыми я здесь с вами делюсь, свое драгоценное время и внимание. А также спасибо вам большое за ваши реакции и обратную связь. Вот как раз обратная связь мне сегодня от вас и нужна. И сейчас я расскажу почему. Меня зовут Лизавета Царькова-Голофаст, я практикующий физиогномист, тренер по гимнастике для лица и автор обучающего курса «Опасные мужчины». Я уже всем прожужжала уши, уже вот здесь можно полюбопытствовать, что он из себя представляет. И вы знаете, вчерашнее полнолуние подкинуло мне такую идею, такую мысль создать еще один обучающий курс под названием «Мой идеальный любовник». Ну, это так рабочее название, и он будет касаться женщин, то есть целевая аудитория – это женщины. И поэтому сегодня я хотела бы попросить каждую зрительницу, либо прекрасную барышню, которая попала на мой канал, возможно, случайно. Во-первых, да, подписаться, подписывайтесь, оставайтесь со мной. Во-вторых, поделиться своими мыслями, своими пожеланиями. Какого мужчину вы бы хотели видеть в качестве вашего сексуального партнера? Вот представьте себе вашего идеального сексуального партнера. Я сразу скажу, речь сейчас не идет о каких-то там отношениях создания семьи, да, там, долгосрочном браке. Сейчас речь идет исключительно о партнере для получения удовольствия. То есть секс – это удовольствие. Если не смотреть в сторону его физиологической цели, да, как продолжение рода, как инструмент для продолжения рода, в современном мире, собственно, он уже особо не нужен. Да, высокие технологии и все, что с этим связано. Но если вы хотите видеть в своей постели мужчину, который способен доставить вам это удовольствие, вот если вам не сложно и если это небольшой секрет, вот поделитесь, пожалуйста, какие характеристики вы бы хотели в нем видеть. Каким он должен быть для вас, да, чтобы это было полноценное удовольствие для вашего тела и разгрузка для вашего мозга, да, потому что это всегда дисконнексион, то есть оргазмы, по идее, да, технически должны уносить нас на другие планеты. И, собственно, качественные оргазмы нас уносят на другие планеты, расключаются с жестокой реальностью, вот с нашей повседневностью, с нашими задачами, заботами и сложностями. И мы получаем вот такую психоэмоциональную разрядку, разгрузку. Но вопрос, кто может нам ее обеспечить, кроме нас самих? Конечно же, женщины могут, скажем так, решить этот вопрос без вмешательства, без вмешательства мужчин. Безусловно. Но опять-таки, заменители – это заменители, суррогаты – это суррогаты. А мы говорим о живом общении двух полов, мужчина и женщина, и секс между ними. Какого мужчину вы бы хотели видеть? То есть, смотрите, в любом случае мой курс, мое обучение будет базироваться на физиогномике. Я хочу сказать сразу, на лице человека мы можем прочитать множество информации, которая для нас может быть полезна. То есть уже в других видео я рассказывала о том, как можно вычислить жлоба, да? В обучающем курсе «Опасные мужчины» мы говорим о том, как можно вычислить манипулятора, жертву, который вечно всем недоволен. И, кстати, этим тоже манипулируют. Да? То есть человека с большими ожиданиями или наоборот, человека, который способен видеть реальность, воспринимать такой, какая она есть. Человека щедрого, человека, допустим, восприимчивого, эмпатов, экспатов, да. Вот, понимаете? То есть сейчас меня интересует, что вы хотите видеть в своем мужчине, пусть это будет избранник на одну ночь. Это не играет сейчас вообще никакой роли.
Какие характеристики? Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот как? Давайте немножечко эту ситуацию поанализируем. Нырните в свои самые смелые мечты и просто несколько слов. Вот самое важное. То есть сразу скажу, понятие «я хочу нежного» на лице нежность не читается. Нет. Нежность на лице не читается. Этика на лице не читается. Понятие «я хочу доброго и отзывчивого», доброта по лицу не вычисляется. Это совершенно другая характеристика, и на ее наличие влияют другие факторы. Вот. По лицу, например, можно считать, насколько мужчине нужен секс, насколько регулярно, его темперамент. Вот темперамент мы по лицу считать можем. Да. Я, по-моему, где-то там у себя видео, можете посмотреть ниже по лете, я где-то уже об этом упоминала. Вот темперамент, да. Потребность, потенциал. Вот это, да. Способность, да, использовать фантазии, то есть богатое воображение. Это тоже мы можем прочитать по лицу. Что еще? Вот дайте мне, пожалуйста, материал. Мне хочется создать этот курс, знаете, как максимально полезным для вас. Безусловно, не без доли юмора. Обязательно посмеемся. Это просто, это святое дело. Но вот мне хотелось бы создать курс, чтобы, пройдя его, вы могли легко применить эти знания, и эти знания вам бы пригодились на практике, были полезны. И применив эти знания успешно, вы бы получили правда удовольствие, чтобы вы не теряли время на холодных мужчин, которых вы никогда не разогреете. Такие мужчины есть, они существуют. Кстати, видите как, вот в процессе нашего с вами общения я выявила еще один вопрос. А чего вы не хотите видеть в своем мужчине? Да? Чего вы опасаетесь? Чего вы боитесь? Я буду вам очень благодарна за ваши ответы. На сегодняшний момент это очень актуально. Я думаю, что курс выйдет, может быть, через пару недель, надеюсь, точно. Все зависит от моего продюсера. Да. Но где-то, может быть, даже к 14 февраля, и мы его уже запустим в свободную продажу. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь ими с другими людьми и следите за новостями. Итак, еще раз тема. Мой идеальный любовник. Какого мужчину я хочу видеть в своей постели, чтобы получить максимум удовольствия. И, естественно, мультиоргазмов. До встречи, дорогие мои. Обняла всех. Хорошей всем недели. А следующая запись на этом канале выйдет, как обычно, по расписанию в среду.